Вы когда-нибудь задумывались о том, что буквально любую идею можно воплотить в реальность без особых знаний и навыков? Нет? Ну вот и я тоже не задумывалась, пока не приобрела себе FDM принтер от Bambu Lab. И начать осуществлять на нем свои идеи я решила с кастомной RGB-лампы с управлением через умный дом. Интересно, как я это сделала? Тогда смотрите ролик до конца. Меня зовут Марина. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На связи Collectors Hub, и мы начинаем. Никогда бы не подумала, что спустя 3 года печати на фотополимерном принтере у меня появится FDM принтер. Несите черный ящик. И я начинаю распаковку. Коробка внушительная. Сразу чувствуется внутри что-то серьезное. Распаковываю и думаю о том, как быстро смогу запустить печать. Или же придется повозиться с настройками. И лучше бы думала о том, как собирать принтер буду. Первая преграда – целлофан. Хотела уже неистово его порвать, но хорошо, что остановилась. Потому что чуть позже заметила наклейку с надписью на внутренней части крышки, что именно за него целлофан. Надо вытаскивать принтер. Можно заценить качество упаковки. Все максимально продумано. Так что можно совершенно не переживать о транспортировке, ничего не побьется. На самом верху инструкция и наклеечки. Наклеечки я заберу себе, а инструкция, конечно же, для слабаков. Наверху печатный стол. Я знаю, что есть разные варианты, но из чего этот пока не знаю, но будем разбираться. Достаю раму, убираю транспортировочные фиксаторы со стола. Почти все инструменты лежат в комплекте с принтером, кроме бокорезов. Но они у меня, как всегда, лежат в заднем кармане, куда же я без них. Жгуты убираю с их помощью, или с божьей, с какой стороны посмотреть. Откручиваю пломбы на раме и открываю стол. Он сделан из прочной, гибкой стали. Поверхность такая шершавая, на ощупь прям холодненькая и приятная. В моей комплектации ее размер 25 на 25 на 25. Ставится на магнитную платформу, легко и понятно. Дальше собираю конструкцию. Соединяю раму и основание в одного десептикона. Все отверстия, в которые необходимо вкрутить винты, отмечены зелеными кружками, так что накрутить лишнего тут будет трудно. Но в процессе я немного засомневалась, снимать ли эти зеленые наклейки. Решила оставить, и вроде пока ничего не взорвалось. Устанавливаю пластиковую крышку, подключаю провода. Тут отдельный кайф. На каждом проводе свой цвет, и такие же метки дублируются в разъемах. Все максимально понятно, даже для меня. А инструкция, конечно же, для слабаков. Так, и что там дальше-то? В таком положении по часовой это вот так, да? Нет, по часовой. Так же, как и всегда. Вне зависимости от положения, хоть вверх ногами. И вот здесь я реально оценила уровень. Кто собирал мебель с маркетплейсов, тот меня поймет. Там 3 часа маты и паники, и тут же все спокойно и без стресса. Ну все, принтер я собрала. По времени заняло это порядка 15-20 минут. На самом деле ничего сложного. Если справилась я, то и сможете вы. Поэтому я не думаю, что у кого-то здесь возникнут сложности. Теперь осталось разобраться в ПО, посмотреть, как это работает, перенести его в мое рабочее место, сделать калибровку, первое включение и уже тестировать, как он поведет себя в работе. Очень хочу попробовать напечатать на нем наши заготовки. После того, как принтер переместили в рабочую зону, наконец-то настал момент истины. Включаю. Работает с первого раза. Не красота ли? Теперь самое интересное – печать. У принтеров Bambu автоматическая калибровка, никакого шаманства, принтер сам все подстраивает. Для первой печати я беру фирменный пластик Bambu Lab, прозрачный, цвета лаванды. Удобно, что в софте Bambu Studio есть готовые профили под фирменный пластик. Хотела сразу проверить, как этот материал поведет себя, потому что именно он нужен для будущей заготовки. И, конечно же, первая тестовая модель. Я выбрала забавного хэллоуинского кота с Maker World. Хотелось что-то не слишком сложное, но при этом с мелкими деталями, чтобы сразу проверить, как принтер справится. Первый запуск я решила сделать прямо с телефона, потому что, как выяснилось, такая функция тоже имеется. Нужно всего лишь скачать приложение, отсканировать QR-код с экрана принтера, добавить его в свой профиль и подключить к домашнему Wi-Fi. Никаких долгих настроек, все проходит интуитивно. Теперь немного о самой модели. У котика есть складки на туловище, аккуратные ушки, длинный хвост и интересная поверхность, стилизованная под вязаную текстуру. На экране она выглядит как будто шерстяной свитер, и мне стало любопытно, передаст ли принтер эти мелкие неровности. Плюс мелкие элементы вроде ушек и хвоста хорошо показывают, как сопло справляется с тонкими деталями. В общем, кот получился отличным вариантом для первого теста. И не слишком простой, но и не слишком сложный. А главное, забавный.
На печать ушло 2,5 часа, и, честно говоря, я удивлена. Слои ровные, дефектов нет, и точнее я удивлена тому, что у меня это получилось с первого раза. Снять модель с платформы оказалось элементарно. Я только чуть-чуть выгнула стол, и она сама отвалилась. Никаких лопаток и прочих инструментов не понадобилось. Результат радует. Все аккуратно и ровно. Особенно учитывая то, что я не меняла никаких настроек и печатала на стандартном профиле в Bamboo Studio. Если сравнить с опытом фотополимерной печати, где настройки отнимают просто часы, то тут это, эффект вау. Дальше перехожу к своей основной идее. Родилась она спонтанно. В процессе прохождения шедевра Кодзимы Death Stranding 2 в сети появились вот такие плюшевые игрушки, и тут у меня щелкнуло. А что, если сделать такой ночник? Оперативно накидали ТЗ, подобрали референсы с дизайнером, и вот я уже печатаю единственного в мире криптобиота под ночник. Для печати я поставила минимальную толщину стенки, а это сильно увеличило время печати. И да, я перестраховалась, добавила слишком жирные поддержки. С одной стороны, зря, они замедлили процесс, но с другой стороны, это опыт и еще раз опыт, и он нам точно пригодится. И на следующий день печать завершилась, и можно было наконец-то потрогать результат руками. Мне уже, конечно, очень интересно, что у нас получится. Вот здесь у нас есть специальное отверстие под базу, лампу и, в общем, различные конструкции, которые мы придумали для того, чтобы воплотить в жизнь вот такого замечательного криптобиота. Вот, сейчас надо снять поддержки. Сейчас посмотрю, смогу ли я их снять. Да, в целом очень легко они отходят. Немножко страшно, честно говоря, что что-то надломится. Я в любом случае сейчас работаю не очень уверенно, потому что я еще не знаю материал, мне не до конца понятно, как это все правильно снимать, как с этим правильно работать. Но вроде что-то похрустывает, отходит. Это просто, конечно, неимоверный кайф работать с поддержками и трогать модель голыми руками, потому что с фотополимерами все-таки ты так не поработаешь. С фотополимерами приходится обычно надевать перчатки, маску, вообще защищаться со всех сторон максимально, потому что все липнет, пахнет невкусно. В любом случае и у того, и у другого есть свои плюсы. Посмотрим, как себя покажет такая разработка. В целом, если получится хорошо, то это будет явно не наша последняя работа, потому что идей в голове очень много. Безумное просто количество. Найти бы только время, чтобы их исполнять. Теперь мне надо подготовить свет, точнее лампу встроить в основание. Готовлю инструменты. Чищу жало паяльника в металлической губке и наношу флюс. Беру сосновую канифоль, она помогает пайке, убирает лишнее и улучшает контакт. Потом добавляю припой. Собираю на жале аккуратную каплю и всем этим добром спаиваю сначала один комплект контактов, потом второй. К слову, если вас вдруг пугает пайка, не проблема. Все это можно также соединить на клеммы, и это тоже будет работать. И история про изоляционные трубки. Обожаю. Изоляционные трубки я натянула заранее, но сюрприз, они подплавились, пока я возилась с контактами. Пришлось добавить еще, просто вручную их резать и поджарить. И кажется, я готова проверять результат. Все работает. Фух, снова я уже второй раз повторяю, не взорвалось. Светильник у меня в целом готов, но я все-таки решила попробовать напечатать светильник белым матовым пластиком. Мне пока непонятно, как избавиться от этих следов печати. Ночник подсвечивается изнутри, и я, конечно, вижу слои. Я посмотрела еще много светильников на сайте Maker World и поняла, что вообще у многих есть такая проблема, особенно в гладких формах, либо люди просто не обращают на это внимания. Напишите, кстати, в комментариях, может быть, вы знаете, как сделать поверхность гладкой, чтобы вот при просвете не было вот этих наслоений, которые остаются после печати. Я так понимаю, что для этого как раз моделируют объекты с текстурами и неровностями, чтобы линии скрывались. Итого, как мне кажется, белый матовый пластик скрыл большую часть слоев. На первый взгляд все классно, поверхность ровная, пластик непрозрачный, поэтому слои почти не видно. Разве что немного нажовки. Молодой человек, а не подскажете, вы криптоботов продаете или только показываете?
Ну что, мы наконец-то движемся к финалу и к просмотру того, что у нас получилось в результате наших экспериментов. И сейчас у меня на столе есть 3 вида изделий с разной толщиной, заданные в программе для печати. Самый первый криптобиот был напечатан толщиной в 0,12 мм, и он печатался дольше всего, ну так прилично, практически 24 часа мы его печатали. Мы первый раз работали вообще с изделиями, которые печатаются на FDM принтере, и нам показалось, что если мы хотим сделать ночник, то нам нужна максимально возможная тонкая стенка. Но в целом последующая работа показала и доказала, что на самом деле это не так. И в принципе, если говорить о каких-то таких изделиях, которые будут подсвечиваться изнутри, можно использовать и другую толщину, как, например, у второго криптобиота белого цвета. Он уже напечатан толщиной 0,2 мм. Последнее, что я покажу, сейчас мы работаем еще над одним проектом, и эту деталь мы уже напечатали с толщиной в 0,16. В целом это уже как бы готовая деталь от корпуса для мини-компьютеров. Вот такой результат получается. На самом деле мне очень нравится, и в принципе мне вообще очень понравилось работать с пластиком. И я думаю, что изделия из FDM действительно займут какое-то такое существенное место в наших проектах. И сейчас я предлагаю приступить к тестированию ночника. Как я уже сказала ранее, здесь установлена лампа, она уже подключена к нашей колонке, здесь нет выключателя какого-то, то есть она управляется голосом. Поэтому я сейчас примерю один и второй светильник, и мы посмотрим на то, как это выглядит в полностью прозрачном цвете и в белом цвете. И давайте посмотрим, как же он светится вообще, потому что мы все говорим о светильнике, а как бы светильник-то по факту мы ни разу еще не видели. Все, я заканчиваю болтать, и мы начинаем. Вот такой вот первый опыт у меня случился с FDM в этом месяце. Честно, я всегда относилась к FDM скептически. Считала, что детализация и качество сильно хуже, чем у фотополимерных принтеров. Да и вообще, честно говоря, не понимала, зачем оно мне нужно. Но в итоге я открыла для себя просто кучу нового. Конечно, такие сервисы, как Maker World, мне просто противопоказаны. Мне хочется напечатать там буквально каждую вторую модель. Видела там, кстати, шикарный череп, заказ на пластик «Белая кость» уже в пути, импульсивные покупки наши все. Теперь про готовые работы. У меня получилось 2 криптобиота. Это из белого пластика, это из прозрачного пластика, и один и другой я покрыла белой краской сверху. Здесь особо ничего не поменялось. Здесь, мне он нравится чуть больше, потому что мне кажется, что за счет того, что изначально у нас здесь такой лавандовый оттенок, лавандовый цвет, и плюс еще при надевании и подсвечивании его в базе, он выглядит как-то так, легче, воздушнее, не знаю, зефирнее, что ли. Белый тоже интересный, и за счет того, что толщина пластика здесь больше, у него очень интересно подсвечиваются лапки и зоны складок. То есть есть такое естественное затемнение, и в целом это тоже смотрится очень красиво, так что здесь на любителя. Кстати, предлагаю, наверное, проголосовать в комментариях, какой вам нравится больше. Но если сравнивать их в контексте все-таки плафона для ночника, я бы, наверное, отдала предпочтение вот этому. Что до самого принтера, у меня было ощущение, что я распаковываю какой-то iPhone. Прямо приятное чувство, все продумано, удобно, юзер-френдли. И по качеству печати я удивилась, ожидала паутину, кривые края, торчащие нити, но нет. Даже Bambu A1, не самый навороченный в линейке, выдержал все мои тесты и задачи. И коротко по другим проектам, которые мы успели сделать за этот месяц. Готов корпус, заготовку которого я показывала раньше. Красота, внутри будут всякие компьютерные внутренности, такой мини-ПК для рывка. We do have one more thing. Welcome to the HEV Mark IV. Вот такой насыщенный месяц выдался. Пишите в комментариях, обсудим впечатления, поделимся опытом. На этом у меня все. Всем удачи, до новых встреч и пока!